правда очень классная. Привет, друзья, коллеги! Приветствую вас в своей бардачной мастерской. Сегодня будем сочинять новый рецепт легкой массы для изготовления вот таких вот рам. Это тяжеленькая рамочка. Но для моих винтажных интерьеров с высокими потолками, тяжелыми элементами данный вид декора очень даже подходит. Я беру 1 стакан Silk Clay. Это масса для детской лепки. Просто 1 стакан, 60 грамм. И в такой же стакан набираю ПВА из строительного магазина, любой. На всю работу у меня пошло 100 граммов ПВА. Я его сначала меньше добавляла, затем больше. По рецепту 100 грамм. И 80 грамм древесной пудры. Теперь я растворяю Silk Clay, то есть массу, в этом ПВА. Нужно добиться полного растворения. Это довольно занимательная процедура. Вначале оно так скатывается, затем начинает растворяться и постепенно превращается в очень классную, такую резиновую, однородную сметану. Вот я бы так сказала. С древесной пудрой. Это похоже на какой-то кулинарный рецепт. Да, в общем, это и есть рецепт. Вот, вы видите на видео, постепенно добавляю пудру. Потому что если сразу все вместе, ну, вы понимаете, да, кто готовит, кто знает технологию, что сначала мы готовим жидкие ингредиенты, а затем сухие. И вот по чуть-чуть мы добавляем эту пудру. У меня пудра самая мелкая, я брала ее в огромном количестве, она у меня валялась долго, поэтому я искала рецепты из того, что у меня есть под рукой. Но в принципе это оказался очень удачный рецепт, потому что масса легкая, легчайшая и очень твердая. Это просто фантастика, это предел моих мечтаний. На этом видео вы видите мой эксперимент, и он оказался настолько удачным, что я его сразу решила вот описать и выложить. Потрясающий рецепт. И вот эта масса превращается в такую классную резину однородную. Когда уже становится тяжело вымешивать ножом, нужно одевать рукавички и работать как с мукой. По консистенции очень похоже на песочное тесто. И эта масса очень-очень сильно клеящаяся. То есть она не засыхает вот так, как тесто, когда оно уже не может принимать муку. Сейчас я одену рукавички и уже начну вымешивать, подмешивая эту древесную пыль. Я хотела почувствовать вот его консистенцию. И вот этого рецепта, который я сейчас даю, в принципе, хватает для самого идеального часа 60 минут полноценной работы. Если сделать большее количество, то, скорее всего, что масса начнет стынуть, и, например, можно не успеть ее выложить в молды или что-то из нее слепить. А меньше, чем час, тоже не имеет значения, не имеет большого значения, потому что это достаточно большое количество, и за этот час можно все успеть. Очень многое вылепить за час. Цвет массы не имеет значения. Вот на это количество, на стакан, идет приблизительно 4 пакетика Silk Clay для детского творчества. Она пролежала у меня полгода уже в открытом состоянии и в пакете имеется в виду, и сохранила свою свежесть. Древесная пыль у меня самого мелкого помола 0,02, по-моему, но она действительно как пыль. И ПВА самый дешевый, такой жиденький, почти как вода. И оказалось, что даже такого ПВА достаточно. Я не брала ни Столяр, ни Д3, потому что они все дорогие и очень густые. Пойдет быстрый процесс схватывания, а твердость, которую получат мои элементы декора, эта твердость потрясающая. Большую нет смысла добавляться, пытаться получить. Молды у меня из старой коллекции, вы знаете на моем канале, как я их делала. Самые простые из строительного силикона с крахмалом, но также у меня есть вот там желтенький молд есть.
Это из двухкомпонентного силикона. На твердой основе с марлей я делала, выложу тоже видео к нему. И также были очень тонкие молды в гипсовых кожушках. То есть совершенно не имеет значения, в каких молдах. Главное, чтобы они вам подходили, вы умели с ними работать. Сама масса по консистенции, вот эта новая, но она очень легкая. Ее нет смысла сильно заталкивать. Вот она хорошо раскатывается скалкой или там трубой. И, ну, по моему ощущению, это вообще идеальный какой-то ноу-хау, рецепт, находка. Я даже не знаю, вот у меня слов не хватает, чтобы выразить восторг от этого состава. Это идеальный состав. Теперь очень важно. Этот состав не токсичный, он без запаха, он сохнет, то есть схватывается за сутки, но если он у вас пролежит 3-4 суток без движения, вот тогда он наберет полную твердость. Дайте ему 4 дня, забудьте о нем. Так, что еще важно, что он не аллергенный. Еще одна прекрасная новость, что его можно положить в пакетик или в банку и доработать потом. То есть там нет, как в гипсе, реакции, которую нужно вот быстро уловить и выработать материал прямо сейчас. Я еще не проверила этот материал на водоустойчивость, но я работала акриловой краской с водой, вот прям кисть в воде, и его не повело, он не раскис, не покрутила его. По-моему, он идеальный. Просто идеальный материал. Я к этому видео, наверное, выключу комментарии, так как не смогу на все отвечать, а YouTube просит отвечать на все комментарии, поэтому находите меня в соцсетях, пишите вопросы. Так, я продолжаю по этому видео. Вот мои отливки, они сухие, 4 дня они пролежали, ровные, абсолютно ровные, легкие по весу, твердые по прочности. Смотрите, сейчас покажу. Она очень-очень твердая и очень легкая. Я решила попробовать покрасить, и даже с водой и со шпаклевкой я смешивала акриловую краску. Безжалостно, честное слово, вот прям первый раз мне нужен был тест-драйв. Безжалостно я его там заливала водой, краской. Вода сразу впитывается. Шпаклевка сразу застывает, результат получается очень быстрым, высоко декоративным и, ну что говорить, идеальный результат. Берите, пользуйтесь. Пока!